где-то там. А это наши ребята идут. Вечером мы будем штурмовать вершину. Там, в тумане. Тяжело, конечно. И все. Если вы хотите просто умирать, вот так вот выглядят люди, которые поднимаются. Это просто испытание для своего тела. Да. Идет снег. Может быть, здесь портеры живут. А вот наш лагерь на окраине. Рассказывай, что тут есть. Это мой туалет. Промокни или сдохни. Доброе утро. Сегодня у нас 5-й день. Стану пока вот так вот, потому что с другой стороны солнце. Сегодня ночью, в принципе, было не так уж и холодно, если учитывать то, что мы находимся на высоте 4200 метров. Сегодня мы будем подниматься выше. Мы пойдем к базовому лагерю, откуда будет штурм вершины. Высота этого лагеря 4800 метров. Сегодня нам нужно будет пройти 5 километров. По времени это займет около 6 часов. Вот, мы придем в лагерь, пообедаем. После обеда у нас будет свободное время, мы немножко отдохнем, а потом вечером нам проведут брифинг, скажут, что нам нужно взять с собой. И мы будем отправляться на штурм вершины. Что могу сказать по поводу акклиматизации? Наверное, скажу то, что уже 2 дня я хожу в туалет. Вот. Очень часто. Да, не по-маленькому, скажем так. И вчера я сказал об этом ребятам с нашей командой, гиду, и мне дали таблетки. Всю ночь я пил эти таблетки. Сейчас я, в принципе, чувствую себя лучше. И сегодня утром мы с ребятами со всеми поговорили, с группой, и решили то, что сегодня была единственная ночь за все время нашего восхождения, когда всем нам снились сны очень странно. Пока мы не знаем, с чем это связано. Вот. Утро, в принципе, комфортно, можно посмотреть за моей спиной. Вот такая вот красота. Пик Мовензи. Да. Вчера мы туда поднимались. Ну, конечно, невысоко, на 200 метров. Вот. Ну, вот так вот. Ночью, кстати, видно было звезды. Все небо было в звездах. Я ходил в туалет, но не стал снимать, потому что не взял с собой камеру. Ладно, увидимся уже дальше. Я еще вчера ходил в туалет, когда мы пришли только в этот лагерь, и хотел показать красоту, которая открывается с этого туалета, но не смог, потому что буквально за 10 минут погода изменилась, и сразу же все затянуло туманом, и увидеть было что-то невозможно. Сейчас покажу вам, как это выглядит. Вот это туалет, а это вид, который открывается с этого туалета. За моей спиной Кения. Все еще видно ее. Красиво. Все там зеленое. А это наши ребята, портеры, собираются к следующему лагерю. Ну и опять же, очень красивый пик. Так, ну что, так выглядит дорога к нашему последнему лагерю. Я, конечно, немножко притормозил и забыл снять раньше, потому что раньше вид был, ну, чуть-чуть посерьезнее, скажем так. Наш лагерь где-то там. Вот. Но еще интересная информация, сказали, что у нас в ту сторону пошел портер, чтобы набирать воду и потом нести туда, к Килиманджаро, вот, к лагерю базовому. Потому что в базовом лагере воды нет. Вот. Отсюда, конечно, его не видно, но красиво. Я надеюсь, эта тучка идет не к нам. А это наши ребята идут. Пошел снег или град. Мы еще идем. Напомню, что сегодня 5-й день.
вечером мы будем штурмовать вершину. Вот. Вообще перед нами идет портер. Я не хотел сначала показывать, сейчас покажу. Если видно, там в тумане. В общем, ему очень сложно идти. Я надеюсь, что его очертания видно. Он самый последний. И он идет и аж спотыкается, бедный. Мне кажется, он даже сознание теряет. Вот. Уже он несколько раз отдыхал. Хотя выглядит большой, сильный. Сегодня Дима спросил у гида нашего Рамы. Он сказал, что он 2 года работал портером, насобирал денег. И только после этого он пошел на курсы гидов, отучился. И экзамен на этих курсах был подъем на Килиманджаро. То есть он должен был сам подняться наверх и спуститься. Вот так вот. Насчет других возможностей мы не уточняли, сколько стоят эти курсы, мы тоже не спросили. Вот. Ну, погода, конечно, такая суровенькая немножко. Посмотрим, что будет дальше. Ну что, мы все-таки пришли спустя 6 часов. Если честно, мне даже лень вставать с этого камня. Ну, вот. Я, в принципе, сейчас просто камеру поверну и покажу, что, где и как. Вот наша палатка. Кстати, самое грустное, не знаю почему грустное, тот портер, который все-таки вставал, он наш мешок с матрасом. Вот. Шел самый последний, он даже пришел в лагерь позже нас. Метель все-таки продолжается еще. Лагерь, в принципе, ну, не могу сказать, что что-то красивое, потому что сейчас мы этого не видим. Сейчас нам скажут, что мы будем делать. Наверное, мы отдохнем. У нас будет обед. Ну, а потом посмотрим. Вот так вот. Слушайте, ну я наконец-то добрался на самую высокую точку горы Килиманджаро. Честно, вот я сейчас спрошу Димаса, но я особо не впечатлен. И на самом деле мы шли 6 часов, чтобы увидеть, ну вот, то есть нету ни солнца, ничего, туман. И мы здесь будем буквально 5 минут, мы фотографируемся и уходим. Димас, Пойдем вниз уже, все. ты согласен? Это просто испытание для своего тела больше. Да вот, ну, а цели никакой, приза никакого не получили. Испытали тело, просто устали до ужаса. Я так никогда в жизни не уставал. Мы вышли ночью, где-то 12 часов шли. На самом деле, я честно скажу, что я просто шел на автомате. У меня только ноги, наверное, шли. Вот. Дышать я, в принципе, не мог. Было очень сложно дышать, но все-таки мы добрались. Еще у нас есть супергерой в нашей команде, я его ни разу не показывал. Жень, скажи впечатление, что думаешь? Ну, тяжело, конечно. Ну вот Меня, ты поднялся, какие эмоции? Эмоции, конечно, у меня не зашкаливают эмоции. Ну вот у нас просто тоже. Да, потому что, во-первых, погода еще подкачала. У меня немножко трещит голова, Да. немножко подташнивает. Ну а так в целом испытание для себя. Испытание. Серьезно. Да, конечно, такой челлендж серьезный, Да. конечно. Ну покажу табличку. Спасибо, Жень. Вот, короче, табличка эта. Ухуру пик. Выглядит вот так вот. Я думаю, видно же все это. И все. Вот так вот. Наши ребята, гиды нас ждут. Мы сейчас пойдем вниз. Мы прошли 6 километров. Нам осталось 15, чтобы спуститься. Здесь есть возможность еще пойти посмотреть кратер. Но мы решили не идти смотреть кратер, потому что погода никакая. Я думаю, что мы ничего не увидим в этом кратере толкового. Вот. Ну, в принципе, попозже я расскажу еще про впечатления, потому что у меня сейчас очень сильно болит голова, и мы будем двигаться дальше. Слушайте, я буду дальше жаловаться, потому что, ну, это трэш, реально.
То есть люди идут нам навстречу, они даже не подразумевают, что они там увидят. Мы хотели увидеть еще ледники, да, известные килиманджарские ледники. Нам ребята сказали, если туман спадет, то мы их увидим. Если туман не спадет, то мы их не увидим. Вот. Нам всегда было очень сложно подниматься. Честно, это было самое тяжелое, что я делал в своей жизни. Как я уже говорил, я просто шел, я практически не мог дышать. Потому что когда мы делали medical check последний раз, у меня кислород был 85. Я думаю, что здесь у меня кислород был где-то 70, это точно. Наши ребята несут кислород с собой, но, слава богу, никому не пригодился. Вот. Но зато могу сказать, что этим подъемом каждый проверил себя, да? На что он способен. Слушайте, те, кто говорит, что без физической подготовки вы там подниметесь легко. Слушайте, если вы хотите наслаждаться, то надо немножко заниматься хотя бы спортом. Если вы хотите просто умирать, ну тогда просто умирайте. Вот. Ну, пока такие впечатления. Посмотрим, что будет дальше. Слава богу, что я хоть 100 лет не бегал. По большому. Еще ни разу. Но тут еще не вечер. Дальше хочу показать сосульки там бомбические висели. Но просто когда я проходил мимо сосулек, я не то что снимать их не мог. Да я просто даже разговаривать не мог. Вот. Так что вот так вот. Ну, в общем, хоть что-то хорошее произошло, пока мы шли обратно. Вот, вообще, на самом деле, я до сих пор не могу понять, почему мы так бежали. Ну, слушайте, мы уже идем обратно, сейчас 7:10, и мы подошли ко второму поинту, то есть 5756 метров. И мы бы могли просто немножко подождать на пике, да, на Ухуру, на самом высоком, чтобы разведнелось и увидеть вот такую вот красоту. Что тут наши ребята, конечно, дали слабину. Вот. Ну, как сказал нам один товарищ, который попался по пути, ну, здесь не повезло, где-то в другом месте повезет. Вот так вот выглядят люди, которые поднимаются. Несколько маршрутов есть. Вот здесь все фотографируются, общаются, знакомятся. Я, кстати, к сожалению, не смог снять, когда мы стартовали, потому что все было в попыхах и все было очень быстро. Я вернусь в лагерь, обязательно вам про это расскажу. И расскажу про то, как, в принципе, я одет. Вот, потому что всю дорогу я был одет так. Сначала только на мне еще была мембранная куртка. Но я же думал, что мы придем на вершину. Минут 30 там будем. Я оденусь, утеплюсь. Не, ни хрена. И с носками прогадал, короче. Холодно было, пришлось грелки засовывать. Ну, блин, пик Мовензи, в котором мы живем, он, конечно, шикарный. Красиво. Вот с той стороны, если присмотреться, несколько ледников. Сейчас разведнелось, и их вот видно. Так, в принципе, они очень большие. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так вот. Я когда смотрю назад на эту гору, у меня аж глаза болят. Откуда мы спустились? Да. Я просто смотрю туда и думал, как это вообще возможно. В общем, мы очень сильно устали. И мы спустились к лагерю. Лагерь называется Киба. Вот, я сейчас пройдусь, немножко покажу, потому что интересно. В этом лагере останавливаются ребята, которые идут по маршруту Марангу. Вот. Они ночуют в домиках, а не в палатках, как ночуем мы.
и у них всего 3 лагеря, где они ночуют, потому что в некоторых из них они будут ночевать по 2 раза. Вот так вот. Маршрут с удобством, я бы сказал. И хочу показать, откуда мы спускались, потому что ноги болят, колени болят очень сильно. В общем, смотрите, с той стороны находится Килиманджаро, и мы просто спускались вниз. Вот. Это было очень сложно, потому что, во-первых, было скользко. Во-вторых, можно посмотреть, что случилось с моими кроссовками. Точнее, с моими ботинками, да? Какого цвета они стали. Вот, а вот так вот выглядят домики, в которых ребята живут по маршруту. Я даже не знаю, на самом деле, что было сложнее, подниматься или спускаться. Вот. Но я думаю, что, наверное, легче было бы подняться 2 раза, чем подняться и спуститься. Сейчас я попробовал зашнуровать хорошо свои ботинки, чтобы пальцы ног не доставали до носка, потому что на спуске было очень неприятно. Я, конечно, носки не снимал, не смотрел, что там. У нас ребятам некоторым стало плохо, кто-то рвал, кто-то даже дышал кислородом. Вот. Но самое грустное во всем этом, то что мы сейчас не остаемся в этом лагере, а мы будем идти еще 3 часа. Мы сейчас находимся на высоте 4200, и мы сейчас будем спускаться на высоту 3600. То есть после такого восхождения нам нужно будет еще такое расстояние преодолеть. Кстати, смотрите, как быстро туман наступает в этих краях. То есть с той стороны мы только что кушали, там ничего не было, то есть было солнце, а сейчас сразу такой туман. И по поводу восхождения, насчет верхней одежды. Тоже быстренько скажу. Когда нам вчера проводили брифинг, нам сказали, что нужно одевать. И, в принципе, что же я одел? Я одел теплую шапку на себя. Я решил одеть 2 комплекта термобелья. Я одел просто зимние штаны, они мембранные, да, ветрозащитные. Я одел на термокофту, флисовую кофту, да, кстати, в которой сейчас иду. Я одел просто зимнюю куртку. Я не одевал мембранную курточку. Вот. И, ну и перчатки вот флисовые, как сейчас. Носки одел одни теплые, как гетры почти до колен, и одни очень тоненькие. И вот с чем прогадал, это только с носками. Потому что ноги мерзли, у меня были грелки, я вот пользовался грелками. Хорошо, что они у меня были. А по поводу моего рюкзака, в рюкзаке, конечно, у меня было очень много вещей. Честно сказать, я положил туда еще одну флисовую кофту, я положил мембранную курточку, я положил гетры, гамаши, фонарики, я положил туда 2 балаклавы, я положил туда теплые перчатки. Теплые перчатки потом мне пригодились. Я положил туда мембранные штаны. Вообще с этого списка я ничего, кроме перчаток, не достал. Вот, даже балаклаву. То есть все зависит от вашего организма. Ну, просто я думаю, что это будет полезно, потому что в интернете подобной информации очень мало. Именно комментарии людей, да, как они одевались. В общем, чтобы никто не подумал, что у нас тут все ясно, прекрасно. У нас тут идет снег, град, неизвестно что. А мы все идем. Наш день начался вчера в 11 вечера. И все продолжается. С той стороны туман. Короче, погода вообще не ахти. Опять по пути мы попали в лагерь богатых людей, скажем так. Вот. В лагерь маршрута Маранго. Я хотел сделать видеообзор домиков внутри, но мне не разрешили. Но зато я выяснил количество мест в этих домиках. Вот, есть домики 4-местные, 6-местные. А вот, кстати, отсюда видно внутри с краешку. Можно посмотреть.
Хотя, может быть, здесь портеры живут. Вот. А те уже домики для туристов. Так вот, 4-местные, 6-местные и 16-местные. И двухэтажная кровать у некоторых есть. Вот так вот. Такие вот удобства. Ну, сейчас наши гиды сказали, что многие стали отказываться от такого варианта. И переходят к варианту, как у нас. Более комфортному, точнее, более экстремальному и традиционному. Ночевки в палатках. Антенна какая-то стоит. Может, здесь интернет есть, посмотрим. Потому что за все 6 дней маршрута интернета у нас нигде не было. Сейчас покажу лагерь суровых мужиков. А не вот эти вот домики гламурные. Это домик рейнджеров. Босс там сидит. А вот наш лагерь на окраине, пацаны. Разбили все как обычно. Да, кстати, мне ребята разрешили сделать обзор на туалет. Вот, с домиками не срослось, но сейчас пойдем туалет снимать. Посмотрим, что там. Все нормально? Ну, иду как-то. Пальцы болят. Рассказывай, что тут есть. Это мой туалет. Очень приличный. Со стульчиком. Сколько стоит? $250 на все путешествие. Писали же вроде 120, нет? Бесконечная туалетка. Туалет. Слушайте, выглядит неплохо, в принципе. По сравнению с местными туалетами. Самое главное, что ветер не дует, да? Потому что, когда в туалет идешь, можно улететь с этого туалета. Ну, здорово, здорово. Такой кабинетик. Спасибо, Дима. А вот так вот сушатся мои вещи. После восхождения целого дня трекинга. Перчатки, рукавички, куртка, термоодежда, кофта, носочки. Вот. Спальничек. Здесь Женя. Вот так вот. Немножко обидно становится, когда утром ты просыпаешься на следующий день после штурма вершины. Выходишь из палатки, а у тебя вот такой вот вид открывается. Да? Я надеюсь, что на камере видно вершину Килиманджаро. Практически без тумана светит яркое солнце. На часах сейчас у нас 7:20, как раз в это время мы вчера начинали спускаться. Вот. Ну, видимо, нам немножко не повезло. Кстати, мы вчера с ребятами посчитали, за вчерашний день мы преодолели 21 километр. Мы шли 12,5 часов. Вот. А сегодня нам нужно будет пройти 18 километров. И мы, наверное, будем идти около 8-9 часов. Мы сегодня спускаемся в самый низ уже к обворотам, ко входу в национальный парк, где нас будет забирать машина. Ну, откуда мы, соответственно, уже поедем в отель. Вот так вот. В общем, мы только что так-то подумали, что мы за один день поднялись на самую высокую точку Килиманджаро, 5985 метров, и спустились вниз вот сюда, где мы сейчас находимся. То есть видно, да, на видео, где находится Килиманджаро, то есть какое расстояние мы преодолели. Я говорю, кстати, да, сколько мы прошли. Ну вот как это выглядит, в принципе, внешне. Ну что, мы 6 километров уже последнего дня прошли. Вот. У нас есть ребята в группе, которых петух в жопу клюнул. Так, наверное, скажу. Потому что ребята бегут. Я не знаю, зачем они бегут. Вот. Потому что мы достаточно быстро и так идем. Открываются шикарные виды со всех сторон. Я просто иду и наслаждаюсь красотой. Вот, не понимаю реально, да? То есть это же все-таки трекинг, надо любоваться. А ребята с такой скоростью бегут, ты просто чисто только под ноги смотришь и больше ничего не видишь. Хотя вокруг, ну, очень красиво. Просто все зеленое, ну и дорога хоть хорошая. Это Килиманджаро, детка! 7-й день! Промокни или сдохни! Это град с дождем.
Пошел, Володя. Пошел, пошел. Водолаз. Мама, я еду домой. Это жесть. Мы уже где-то час идем по джунглям. Вот, спускаемся вниз. Слушайте, ну вообще очень красиво, в принципе. Я думал, только на нашем маршруте такая красота. Но вот плюс в том, что у нас, в принципе, какая-то растительность есть еще до 4000 метров. То на этих маршрутах, мне кажется, нет. Ну и вот здесь вот такие вот сложные спуски сейчас. Поэтому снимать тяжело. Вот, но джунгли вокруг очень красивые, зеленые. Если бы, конечно, не дождь, то все было бы супер. Я чувствую себя как какой-то, не знаю, рейнджер в лесу, что ли. Где-то в непроходимых джунглях Амазонии. Давай пропустим. Джамбо, Рафики. Джамбо. Наши ребята идут. Ну, вообще очень красиво. Вот так вот. Правда, я не знаю, сколько мы будем так идти, потому что ботиночки-то намокают. Ну, вроде как сухие еще. Я надеюсь, что их хватит на пару часов, потому что мы прошли только 3, а нам сказали 5-7 часов. Вот такие вот дела. Там красиво, везде красиво. Вот. Ну да, покажу, где нас приютили, в каком домике красиво. Короче, идет дождь. Вот такая вот погода. Мы пришли попить чай. Кто-то переодевается, кто-то просто стоит. Вот. Сейчас попьем чай, пойдем дальше. Нам осталось еще 3 часа. 3 часа подождем. Очень жестко. Мы спустились. Я уже с пивком. Вот так вот выглядит стол победителей. Те, кто доходит вниз. Вообще сегодня было немножко грустно. Потому что, мне кажется, мы прошли не 18 километров, а, наверное, целых 40. Но 18 это по-африкански, мы уже поняли, что так обманывают только эти ребята.